1994 год. Юго-восточная Турция. Курдский пастух гонит стадо по пыльному склону холма, такого же, как тысячи других в этих краях. Он спотыкается. Под ногой камень, торчащий из земли. Пастух не знает, что этот камень простоял здесь 12 тысяч лет. Когда на место приедут археологи и начнут снимать слой за слоем тысячелетия накопившейся пыли, они найдут храмовый комплекс. Колонны весом от 10 до 20 тонн каждая, покрытые искусной резьбой, лисы, змеи, журавли. Все это было построено за 7 тысяч лет до египетских пирамид, за 6 тысяч лет до Стоунхенджа. И, обратите внимание на эту цифру, за 1000 лет до того, как люди, согласно официальной науке, научились выращивать еду. Кто-то возвел монументальный храм до того, как изобрел земледелие. Это не легенда, не конспирология. Это задокументированная находка, принятая научным сообществом. Просто у нее до сих пор нет объяснения. Сегодня мы разберем 7 таких объектов. Каждый реальный, каждый подтвержденный. И каждый разрывает то, что мы думали, что знаем о прошлом. Объект номер 1. Гебекли-Тепе, Турция. 12 тысяч лет назад. Вернемся к тому камню в 1994 году. Курдский пастух не остановился возле него надолго. Зацепился ногой, выругался, пошел дальше. Но когда слух дошел до местных жителей и затем до ученых, на этот холм обратили внимание. Холм назывался Гебекли-Тепе, «Пузатый холм» в переводе с турецкого. Ничем не примечательное место. Таких в Анатолии тысячи. Немецкий археолог Клаус Шмидт приедет сюда в 1995 году и останется на 20 лет. За это время он и его команда вскроют лишь 5% площади комплекса. 5. Он умрет в 2014 году, так и не увидев того, что скрыто под остальными 95. Они по-прежнему под землей. То, что они обнаружили в этих 5%, уже перевернуло учебники истории. Более 250 Т-образных столбов, расставленных кольцами, одни внутри других, как концентрические окружности. Самые крупные – высотой 6 метров, весом 20 тонн. Не грубые глыбы, обработанные. На них барельефы. Лисы, змеи, журавли, скорпионы, вырезанные с анатомической точностью, которая говорит о долгой традиции, о сотнях поколений мастеров. Люди, которые это создали, не имели металлических инструментов, не имели колеса, не имели тягловых животных. По официальной хронологии они еще не придумали хлеб. Они были охотниками и собирателями, которым по всем учебникам полагалось думать только о следующей трапезе. Вместо этого они тащили 20-тонные блоки за несколько километров и вырезали на них журавлей. Но есть деталь, которая мучает исследователей больше всего остального. Примерно 8 тысяч лет назад строители намеренно закопали комплекс. Не бросили, не оставили разрушаться, именно закопали. Аккуратно, методично, слой за слоем. Земля, кости животных, каменные отходы, снова земля. Работа заняла, судя по всему, не 1 год, как будто хотели сохранить или спрятать, или запечатать что-то, о чем мы не имеем понятия. Зачем народ тратит годы на то, чтобы похоронить собственный храм? Ответа нет. Геофизическое зондирование показывает, под холмом не менее 20 подобных колец, которых никто еще не видел. 20 комплексов, каждый из которых потенциально сравним с тем, что уже откопан. Если экстраполировать находки с 5% на весь холм, масштаб строительства, которое здесь происходило, не имеет аналогов в истории человечества той эпохи. Гебекли-Тепе не вписывается в нашу модель развития цивилизации. Он ее опровергает. Мы привыкли думать, что сначала появилось земледелие, и только потом, насытившись, люди получили время и ресурсы на монументальное строительство. Гебекли-Тепе говорит нам, возможно, все было наоборот. Возможно, именно желание строить храмы заставило людей осесть на месте. Именно необходимость кормить строителей, изобрести земледелие.
Холм изменил не только хронологию, он изменил причинно-следственную связь в истории человечества. Объект номер 2. Карта Пири Рейса, 1513 год. И неизвестно, сколько тысяч лет до него. В 1929 году в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле шла обычная каталогизация старых фондов. Один из сотрудников развернул пергамент, датированный 1513 годом. На нем была карта. Карту составил турецкий адмирал и картограф Пири Рейс. Человек образованный, методичный, известный своим трудом «Книга о морях». И он сопроводил карту собственными пометками на полях. При составлении он использовал еще более древние источники, в том числе карты, восходящие ко временам Александра Великого, то есть к IV веку до нашей эры. Карта изображает Атлантику, западное побережье Африки, восточное побережье Южной Америки. Это неудивительно. Колумб к тому времени уже совершил свои плавания. Португальские мореходы исследовали африканское побережье. Пири Рейс имел доступ к картам своей эпохи, и это объясняет большую часть того, что на пергаменте изображено. Удивительно другое. В нижней части карты береговая линия. Непрерывная, детализированная, с заливами и полуостровами. В 1960 году эту часть карты изучила группа картографов стратегического авиационного командования ВВС США. Они наложили изображение на современные данные и написали официальные заключения. Береговая линия соответствует побережью Антарктиды. Не приблизительно, с поразительной точностью. Включая подводный рельеф, который под ледяным щитом не виден и был картографирован только в 20 веке с помощью сейсмического зондирования. Но нанесена она без ледяного покрова. Такой Антарктида была примерно 6000 лет назад, до того, как континент окончательно скрылся подо льдом. Официально Антарктиду открыли в 1820 году. Российская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Пири Рейс нарисовал ее на 307 лет раньше. Источники, которыми он пользовался и которые восходят ко временам Александра Великого, еще на 1000 лет раньше. Это означает, что где-то в промежутке между 6000 лет назад и IV веком до нашей эры кто-то видел этот материк, видел его береговую линию и нанес ее на карту с точностью, которую мы сами достигли только в 20 веке. Скептики предлагают несколько объяснений. Совпадение, случайное совпадение очертаний. Домысливание берегов. Средневековые картографы часто дорисовывали южный континент из теоретических соображений, полагая, что он должен существовать для баланса земных масс. Геомагнитные погрешности при проекции. Карта составлена в нестандартной проекции, и при перерасчете возникают искажения, которые можно принять за соответствие. Это честные возражения. Их нельзя отмахнуться. Но ни одно из них не закрывает вопрос полностью. Совпадение не объясняет точность деталей. Домысливание не объясняет соответствие реальному подледному рельефу. Погрешности проекции не объясняют пометки самого Пири Рейса, а конкретно в древних источниках, которыми он пользовался. Откуда у средневекового адмирала карта материка, покрытого льдом 6000 лет? Кто составил те источники, которые он копировал? Кто их составил до них? Карта лежит в музее. Вопрос открыт. Объект номер 3. Рукопись Войнича. 15-16 век. Язык неизвестен. 240 страниц. Пергамент, датированный 1404-1438 годами. Радиоуглеродный анализ проводился дважды. В разных лабораториях результаты совпали. Возраст материала установлен с высокой точностью. Чернила соответствуют эпохе. Рукопись настоящая. Текст написан слева направо, с полями, с абзацами, с переносами строк, как обычная книга. В нем просматривается грамматическая структура. Одни символы встречаются только в начале слов, другие — только в середине или конце, как это работает в реальных языках. Частота повторений символов подчиняется закону Ципфа, статистической закономерности, которой следуют все известные человеческие языки
и которую крайне сложно воспроизвести искусственно. Текст ведет себя как язык. Просто как язык, которого никто не знает. Никто не знает, что в нем написано. За 500 лет рукопись пытались расшифровать лучшие криптографы своего времени. В годы Второй мировой войны над ней работали специалисты, взломавшие японские и немецкие шифры. Безрезультатно. В Холодную войну – аналитики американских спецслужб. Безрезультатно. В 21 веке – компьютерные лингвисты, специалисты по статистике языка, исследователи из Оксфорда, Йеля, Пенсильванского университета. В 2019 году нейросеть Google проанализировала структуру текста и выдала гипотезу – иврит, арабский. Но последующая проверка не подтвердила ни того, ни другого. Каждые несколько лет кто-нибудь объявляет о прорыве. Каждый раз научное сообщество находит изъяны в доказательствах. Рукопись остается нерасшифрованной. Иллюстрации не упрощают задачу. Они ее усугубляют. Растения, которых нет ни в одном ботаническом атласе. Листья одного вида, корни другого, цветы третьего. Как будто художник изображал то, чего никогда не существовало, или то, что существовало только для него. Астрономические схемы с концентрическими кругами и символами, не совпадающими ни с одной известной системой обозначений. Женщины, десятки женщин, погруженные в бассейны и ванны, соединенные между собой трубами и каналами. Все это нарисовано аккуратно, детально, с внутренней последовательностью. Не хаотичные каракули, связный, продуманный визуальный мир. Просто непонятный. Есть два объяснения. Первое – это изощренная мистификация. Кто-то в 15 веке создал искусственный язык специально для того, чтобы его никогда не смогли расшифровать. И настолько хорошо имитировал статистические свойства настоящего языка, что обманул 500 лет попыток дешифровки, включая компьютерный анализ 21 века. Проблема этого объяснения в том, что создать такую имитацию – задача почти невозможной сложности даже сегодня, с пониманием лингвистики и вычислительными мощностями. В 15 веке и подавно. Второе объяснение проще. Это настоящий язык. Просто утраченный. Полностью, без следа, без родственных диалектов, без единого носителя, который оставил бы хоть какую-то зацепку где-то еще. Оба объяснения одинаково неудобны. Подписывайтесь. Следующие 4 объекта еще сложнее объяснить. Объект номер 4. Линии Наски. Перу. 1-6 век нашей эры. Пустыня Наска в Перу – одно из самых засушливых мест на Земле. Дожди здесь идут в среднем 20 минут в год. Ветра почти нет. Температура стабильна. Тонкий красноватый слой оксида железа на поверхности лежит неподвижно тысячелетиями. Это место как законсервированное. Идеальная поверхность для того, чтобы что-то нарисовать, и чтобы это сохранилось. Кто-то этим воспользовался. 300 геометрических фигур, 70 животных. Калибри длиной 93 метра. Каждое перо крыла прорисовано отдельной линией. Паук – 46 метров, с анатомически точно переданными суставами конечностей. Обезьяна с закрученным хвостом. Кит, цапля, обнимающие друг друга руки. И среди всего этого – линии. Просто линии, уходящие совершенно прямо на расстояние до 10 километров, без единого изгиба. Ни одна не петляет, не отклоняется, не теряет направления на холмах и неровностях рельефа. Она просто продолжается, поднимаясь и опускаясь вместе с поверхностью, но не сворачивая. Современные инженеры, измерив отклонение этих линий от прямой, получили погрешность в доли градуса на километр. Это уровень точности, при котором сегодня пользуются лазерными нивелирами. Создатели линий убирали верхний красноватый слой породы, обнажая светлую поверхность под ним. Глубина выборки – несколько сантиметров, с точностью до сантиметра. Это делалось вручную, примитивными инструментами, в пустыне, без компьютеров, без лазеров, без воздушного контроля качества.
2000 лет назад. Общая протяженность всех линий, если вытянуть их в одну, превысила бы 1000 километров. Но главный вопрос – не как. Как эта техника? Ее можно объяснить терпением, организацией, простыми инструментами и временем. Главный вопрос – зачем? Фигуры видны только с воздуха. С Земли колибри – это просто несколько канавок в пыли, уходящих в разные стороны. Паука с Земли не опознать. Обезьяну не собрать в целое. Они становятся тем, чем являются, только с высоты нескольких сотен метров. И только тогда раскрывают свою форму, пропорции, замысел. Народ Наска, по всем имеющимся данным, не имел воздухоплавания. Это не спорный факт и не предмет дискуссии. Это официальная позиция археологии и истории. Никаких следов летательных аппаратов, никаких изображений полетов, никаких конструкций, которые можно было бы интерпретировать иначе. Люди создавали изображения, которые можно увидеть только с позиции, которой у них не было. Предложенные объяснения за десятилетия накопились в длинный список. Ирригационные карты, указывающие на подземные водоносные горизонты. Астрономический календарь, где линии направлены на восход и закат в ключевые дни года. Дороги для ритуального бега. Процессии двигались по линиям в религиозных церемониях, а сами фигуры были посланиями богам, которые смотрят сверху. Немецкий математик Мария Райхе посвятила изучению линий 50 лет жизни и умерла убежденной, что это астрономический календарь. Другие исследователи убеждены в противоположном. Ни одна гипотеза не принята как окончательная. Ни одна не объясняет все. Ни геометрию, ни животных, ни масштаб, ни точность, ни саму необходимость создавать то, что видно только сверху. Народ Наска исчез примерно в VIII веке нашей эры. Предположительно, из-за длительной засухи и экологической катастрофы, которую они сами частично спровоцировали, вырубив леса. Они не оставили письменных объяснений. Только линии. Линии остаются. Объект номер 5. Каменные сферы Коста-Рики. 500 год до нашей эры. 1500 год нашей эры. В 1930-х годах рабочие компании United Fruit Company расчищали джунгли Коста-Рики под банановые плантации. Работа была тяжелой и монотонной. Рубить лианы, выкорчевывать корни, выравнивать землю. В какой-то момент один из рабочих наткнулся на что-то круглое, торчащее из земли. Потом еще одно. Потом еще. Они думали, что нашли золото. Легенда о золотых шарах, спрятанных в джунглях, ходила в этих краях давно. Некоторые сферы раскололи в поисках металла внутри. Внутри не было ничего. Просто камень. Плотный, однородный, темно-серый гранодиорит. Насквозь. Более 300 каменных сфер. Диаметр варьируется от нескольких сантиметров, такую можно взять в одну руку, до 2,5 метров в поперечнике и веса около 16 тонн. Материал – гранодиорит, один из самых твердых природных камней, ближайшие залежи которого находятся в горах в 50 километрах. Это значит, что каждую сферу сначала нужно было добыть, потом каким-то образом доставить через джунгли и горный рельеф к месту установки. Как именно, неизвестно. Но не транспортировка является главной загадкой. Отклонение от идеальной сферической формы менее 0,5%. Для понимания масштаба, это уровень точности, которого современные производители достигают с помощью компьютерного фрезерования на станках с числовым программным управлением. Поверхность сфер отполирована до состояния, при котором на ней отражается свет. Ни одной плоскости, ни одного угла, ни одной грани. Только непрерывная кривая, одинаковая в любой точке. Как и делали без токарного станка, без металлических инструментов, без единого эталонного измерительного прибора в джунглях 2000 лет назад, неизвестно. Экспериментальные археологи пробовали воспроизвести технологию с каменными инструментами той эпохи. Им удавалось приближаться к нужной форме, но не к такой точности, и не в таких масштабах, и не так быстро, чтобы это было практически возможным. Зачем, тоже неизвестно.
Это второй вопрос, и он не менее мучительный. Религиозные объекты? Статусные символы? Астрономические инструменты? Межевые знаки? Ни одна гипотеза не подкреплена достаточно убедительно, потому что ответ на вопрос «зачем?» почти всегда содержится в том, где именно объект стоял и как был расположен относительно других. А это безвозвратно утрачено. В колониальный период сферы стали жертвой той же истории, что и большинство доколумбовых артефактов Центральной Америки. Их катали, потому что могли. Раскалывали в поисках золота, которого не было. Перевозили как диковины, сначала в усадьбу плантаторов, затем на площади перед правительственными зданиями Сан-Хосе, где некоторые из них стоят до сих пор. Исходное расположение большинства сфер, то самое, которое могло бы рассказать все, утрачено навсегда. Остался один из немногих нетронутых ансамблей. 4 сферы, обнаруженные на своих исходных местах, выстроенные по идеально прямой линии с севера на юг. 4 объекта, каждый весом в несколько тонн, выровненные по азимуту с точностью, которую сложно объяснить случайностью. Что это? Компас? Карта звездного неба? Обозначение границы? Ритуальная ось? Мы не знаем. У нас есть линия из 4 шаров. И больше ничего. Все остальное люди уничтожили сами, в поисках золота, которого там никогда не было. Напишите в комментариях, какой объект удивил вас больше всего. Объект номер 6. Рельефы Дендеры. Египет. Птолемеевский период. 1 век до нашей эры. Под храмом богини Хатхор в Дендере есть помещение, куда не водят экскурсии. Подземные крипты. Узкие коридоры с низкими потолками, вырубленные в основании храма. Факелов туда не заносили, копоть испортила бы рельефы. По одной из гипотез, именно поэтому изображения здесь сохранились лучше, чем где-либо еще в Египте. Яркие краски, четкие контуры, детали, которые в верхних залах давно стерло время. Официально эти крипты использовались для хранения священных предметов и проведения тайных ритуалов жреческой коллегии. Стены покрыты рельефами, которые египтологи трактуют как религиозные сцены. Стандартный иконографический язык Птолемеевского Египта. В 1969 году австрийский инженер-электрик Вальтер Гарн посмотрел на один из этих рельефов и увидел кое-что другое. Рельеф изображает продолговатый объект, вытянутый, сужающийся к концам, похожий на грушу или колбу. Внутри него змея, изгибающаяся дугой от широкого конца к узкому, где она упирается в стилизованный цветок лотоса. Под колбой расположен объект с поперечными насечками. Гарн опознал в нем изолятор. Тонкий шнур идет от основания колбы к массивному столбчатому предмету – джеду, столбу Осириса, одному из центральных символов египетской религии. Гарн посмотрел на все это вместе. Колба, нить внутри, изолятор, источник. И опознал высоковольтную разрядную лампу. Тип Крукса или Хитторфа, если быть точным. Устройство, в котором электрический разряд проходит через разреженный газ внутри стеклянной колбы, создавая свечение. Гарн не остановился на наблюдении. Он опубликовал технический анализ и обратился к инженерам. Компания Siemens изготовила физическую модель на основе пропорций рельефа, так называемую лампу Дендеры. Устройство подключили к источнику тока. Оно работало. Внутри колбы возникло характерное плазменное свечение, визуально идентичное тому, что изображено на рельефе. Египтологи ответили немедленно и уверенно. То, что Гарн принял за колбу, это лотосовый цветок, из которого рождается змея Солнце, стандартная мифологическая сцена сотворения мира. Она встречается в египетском искусстве в десятках вариаций. Изолятор — это стилизованный постамент, тоже каноническая деталь. Провод, веревка или стебель растения. Джет-столб — символ стабильности и вечности Осириса, никакого отношения к электричеству не имеющий.
Все, что Гарн увидел как электрическую схему, это наложение современного технического мышления на древний религиозный текст. Инженеры-электрики возражают в ответ. Посмотрите на пропорции. Лотосовый цветок в египетском искусстве выглядит так. Вот сотни примеров. А это выглядит иначе. Посмотрите на детали внутренней нити. В религиозных сценах змея касается стенок сосуда. Здесь она проходит по центру, не касаясь. Посмотрите на изолятор. Его насечки не декоративны, они функциональны. И объясните, почему модель по пропорциям рельефа производит электрический разряд. Дискуссия открыта с 1969 года. 55 лет. Ни одна из сторон не предложила доказательств, которые закрыли бы спор окончательно. Египтологи не объяснили технические детали, которые не вписываются в стандартную иконографию. Инженеры не объяснили, откуда в Птолемеевском Египте могло взяться электричество. Ни источника тока, ни проводки, ни единого другого артефакта, который указывал бы на знакомство с этим явлением. Один рельеф, два профессиональных прочтения, оба внутренне последовательны, оба упираются в стену, которую не могут преодолеть. Стена называется «У нас недостаточно данных, чтобы знать наверняка». Объект номер 7. Лондонский молот. Техас, США. 1936 год, 480 миллионов лет назад. Маленький городок с названием Лондон, не путать с британским, просто одно из тысяч американских поселений, получивших европейские имена. Супруги Макс и Эмма Хан идут по берегу ручья Ред-Крик и замечают выступающий из скальной породы камень. Ничего особенного. Кремневая конкреция, каких в этих краях множество. Но из камня торчит деревяшка. Они забирают находку домой. Несколько лет конкреция лежит без дела. В 1946 году сын семьи Хан раскалывает камень. Внутри железный молот. Небольшой, с деревянной рукоятью. Рукоять частично углефицирована. Превратилась в уголь на конце, вошедшем в породу. Металлическая головка покрыта частичным слоем оксида железа. В остальном молот выглядит как молот. Инструмент. Самый обычный на вид. Необычна порода, в которой он находился. Кремневая конкреция, окружавшая молот, датируется ордовикским периодом. 480-570 миллионов лет. Это эпоха, когда на суше не существовало ничего сложнее мха, когда позвоночных животных еще не было на Земле, когда до появления динозавров оставалось еще 300 миллионов лет, а до появления человека и вовсе 479,5 миллионов. Если принять датировку породы буквально, молот оказался бы в Земле за 500 миллиарда лет до того, как вид, способный его изготовить, вообще появился на этой планете. Спектральный анализ металла дает неожиданный результат. 96% железа – это само по себе необычно высокая частота для любой доиндустриальной эпохи. 2,6% хлора – элемент, который в таких концентрациях не встречается ни в современном промышленном железе, ни в исторических образцах. 0% серы и марганца, которые присутствуют практически во всех известных образцах железа, выплавленного человеком. Специалисты, изучавшие состав, констатировали, такой металл невоспроизводим известными методами металлургии, ни современными, ни историческими. Скептики предлагают рабочую гипотезу, и она заслуживает серьезного рассмотрения. Молот был обычным инструментом XIX или начала XX века. Таких в Техасе было множество. Он оказался в известковой среде с высокой минерализацией воды, и вокруг него нарастала конкреция. Известковые конкреции могут образовываться за десятилетия, а не за миллионы лет. Это задокументированный геологический процесс. Внешний вид породы не обязательно указывает на ее возраст. Это объясняет, как обычный молот оказался внутри древней конкреции. Это не объясняет состав металла. Если молот изделие XIX или XX века, его состав должен соответствовать металлургии этих эпох. Он не соответствует.
Этот вопрос висит в воздухе отдельно от вопроса о конкреции, и скептическая гипотеза его не закрывает. Но здесь начинается главная проблема с лондонским молотом. Проблема, которая отличает его от всех остальных объектов в этом списке. Молот не был исследован ни одним независимым научным учреждением с применением полного спектра современных аналитических методов. Ни изотопный анализ, ни нейтронная активация, ни современная масс-спектрометрия к нему не применялись в условиях, результаты которых были бы опубликованы в рецензируемом научном журнале. Артефакт с 1983 года находится в частном музее доисторического и библейского Глен Роуз в Техасе, созданном специально для пропаганды креационистских взглядов. Доступ для независимых исследователей ограничен. Владельцы публично демонстрируют молот как доказательство молодого возраста Земли и несостоятельности эволюционной теории. Это обстоятельство не опровергает аномалию состава металла, но оно делает ее практически невозможной для проверки. Именно поэтому лондонский молот занимает особое место среди 7 объектов этого списка. Гебекли ТП раскапывают. Рукопись Войнича хранится в Ельском университете с открытым доступом. Линии Наски изучают десятки научных экспедиций. Лондонский молот в частных руках с идеологически заинтересованными владельцами, без независимой верификации ключевых данных. Он одновременно самый интригующий и самый уязвимый, самый провокационный по импликациям и наименее доказанный по методологии. Аномалия состава металла реальна настолько, насколько реален опубликовавший ее анализ. А этот анализ нуждается в независимом повторении, которого до сих пор не было. Это тоже факт, и он важен не меньше, чем сама находка. 7 объектов. Разные эпохи, разные континенты, разные цивилизации. Что у них общего? Каждый из них задокументирован. Каждый признан реальным. Не легендой, не слухом, а физическим артефактом, который можно измерить, взять в руки, датировать. И каждый создает один и тот же зазор между тем, что мы знаем о прошлом, и тем, что прошлое нам предъявляет. Чем точнее мы измеряем историю, тем больше в ней несоответствий. Это не значит, что все объяснение инопланетяне или затерянные суперцивилизации. Это значит, что наши модели прошлого грубее, чем нам удобно признавать. Гебекли ТП перевернул датировку организованного человеческого общества. Карта перерейса, хронологию географических открытий. Линии Наски задают вопрос о когнитивных возможностях примитивных народов, которые мы еще не умеем корректно формулировать. Наука не стоит перед этим в тупике. Она движется. Медленно, осторожно, методично. Но каждый новый инструмент, каждый новый метод датировки, каждая новая экспедиция возвращает нас к одной и той же мысли. Мы знаем о прошлом значительно меньше, чем думаем.